Итак, друзья, товарищи, срочное включение по причине того, что Екатерина очень любит пиздеть, а влоги не резиновые. Есть такой кусочек видео, который не вошел в основную часть, поэтому я его залью сюда. И чтобы понимать вообще, откуда ноги растут этого рассуждения, да, мы отмотаем с вами назад через весь влог и посмотрим с вами это рассуждение об искусстве. Так что приятного просмотра и держите свои ушки на макушке. Стихотворение, в чем прелесть, мне кажется, читки стиха, в том, что чем более, даже в принципе любого творческого произведения, мне кажется, чем более оно сдержано, чем более оно минималистично, ну, в плане экспрессии, это даже касается даже, мне кажется, актерства, тем более сильным оно становится, потому что оно дает какую-то свободу для... оно оставляет какое-то пространство, то есть пространство, как в театре «Но», к примеру, пространство «ма». Вот, и это «ма» очень важно сохранить. Срочное включение. Я сейчас смонтирую как раз-таки этот влог и вижу, как долго я на самом деле мучилась с выбором, какую запись стихотворения использовать. Самая первая запись, она была сделана без напряга. И это очень важно, когда нет этого напряжения, когда ты идешь в это искусство без напряжения. И когда ты принимаешь, подписываешь такой внутренний договор в своей голове о том, что может случиться что угодно. И искусство именно про это. Искусство — это именно вот это, та самая подпись в договоре, э, где ты соглашаешься на то, что может произойти что угодно. В процессе, особенно в кино, много чего непредсказуемо. Однако важно понимать, что даже в таких ситуациях это часть процесса, и это часть пути твоего, как, скажем так, слуги искусства. Собственно, вот эта непредсказуемость и вот эта возможность, possibility того, что что-то произойдет, либо заставляет тебя очень сильно нервничать и переживать, да, либо ты принимаешь эту возможность того, что может случиться, и ты идешь в это с осознанием того, что даже если конечный результат не будет таким, каким ты хотел бы, загадывал его первоначально, все равно это искусство будет скомбинировано из различных событий, из изменениями бытия. То есть бытие, как говорится, оно также оставляет свой след на твоем искусстве. Твое искусство не может быть только тобой. Твое искусство может отличаться от того, что ты загадывал в своей голове. Однако это не дискредитирует результат. Наоборот, это обогащает его и создает нечто такое, что до этого, доселе тебе не было известно самому. И в этом и прелесть. Ты узнаешь, и ты rediscover yourself. Да, есть такой термин в английском языке. А, Узнаешь себя заново через эти изменения, через эти непредсказуемые какие-то события, которые повлияли на результат. Это довольно клишированная идея, однако очень важная в понимании. Прелесть искусства состоит даже не в результате как таковом, а в процессе и в метаморфозисе, который этот метаморфоз происходит не только с твоим произведением, которое ты создаешь, да, которое имеет совсем другой конечный результат, нежели хотелось бы изначально, но и метаморфоз тебя как личности. Создание искусства — это как будто небольшая модель а, функции этой вселенной, функции этого бытия. Создавая искусство, мы становимся на роль создателя. Чем человек подобен Богу, он подобен тем, что он может создавать. И, следовательно, искусство — это прямое, скажем так, прямой манифест вот этой мысли. На самом деле, почему мы часто возвращаемся к первому результату, даже после множества попыток и создания чего-то, может быть, более качественного, да? На примере этих звукозаписей могу такую параллель привести.
Это как картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Этот сын познает бытие, познает эту жизнь, все эти препятствия и позитивные и негативные стороны, да, своего какого-то опыта. И в конечном итоге, после долгих скитаний, он возвращается к своему отцу и падает на колени, и обнимает его, а, и отец принимает его обратно домой. И искусство нам помогает понять вот эту систему и осознание того, что все, что нам на самом деле было нужно, уже было в нас и уже присутствует в нас. И порой приходится пойти на это а, этой дорогой, да, этим тернистым путем, чтобы осознать, что а, всегда есть возможность замедлиться и вернуться обратно к самому себе и узнать себя заново. И как раз-таки вот это rediscover yourself и выражается в этой, скажем так, метафоре, которую я сейчас провела. С помощью искусства мы познаем бытие, и мы проецируем какие-то простые истины, которые, может быть, нам не были доступны в вопрошании, когда мы проживаем нашу жизнь. Но создавая искусство, мы входим в контакт с чем-то внутренним, с чем-то скрытым, теневым, что открывает нам глаза на ситуацию совсем с другой стороны. Сука. Ладно, не стоит быть слишком критичным к этому ребенку, которого ты создал. Порой в как раз-таки недостатках, каких-то минусах, да, как мы сначала думаем, и скрывается поистине уникальное и прелестное создание. Вот. Я думаю, довольно пиздежа на сегодня. Я уже достаточно наговорила. И надеюсь, конечно же, что это было не так утомительно.